Всем привет! В этот погожий солнечный денек я хочу рассказать вам о пчелах, об этих маленьких полосатых труженицах, благодаря которым на наших столах есть не только мед, но и хлеб, овощи, фрукты, ягоды, крупы и все возможные продукты, которые мы едим каждый день, и которые не появились бы на наших столах, если бы пчелы не опыляли эти растения, не переносили пыльцу с одного цветка на другой. Потому что именно благодаря опылению появляются плоды на этих растениях, плоды, зерна, фрукты, и они растут большие, красивые формы. Именно благодаря тому, что пчелки их опыляют. Знаете ли вы, что на свете существует 21 тысяча видов пчел и более 520 родов пчел? Все знают, как выглядит пчела, медоносная пчела. Мы говорим сегодня только о них. Это маленькая полосатая, желто-черная, с желто-черными полосочками насекомое, с крылышками, с усиками и с очень большими глазами. Но на самом деле у пчелы 5 глаз. Два сложных, два больших вот этих глаза, которые мы все видим, и они состоят из множества мелких-мелких глазков, благодаря чему у пчелы зрение мозаичное, то есть как она видит картину в виде мозаики из маленьких-маленьких ячеек. И кроме двух больших сложных глаз, у пчелы есть 3 маленьких глазика, которые мы не замечаем. И пчелы, конечно же, видят цвет, отлично видят цвет, но они не видят все цвета так, как люди. В основном они различают белый, желтый, оранжевый, синий, зеленый и фиолетовый цвета. Красный спектр они не видят точно так же, как и коричневый, который представляет собой темно-красный цвет. А черный цвет пчелы не любят, и они представляют, что черный, если человек будет одет в черном, то большая вероятность того, что его ужалят, потому что пчелы думают, что это большой темный хищник, возможно, медведь. Они не реагируют на белый, поэтому пасечники обычно ходят в белых одеждах, чтобы их меньше жалили. Пчелы питаются нектаром и пыльцой. Они высасывают нектар своим длинным хоботком из цветка, откуда он поступает в медовый зобик. Медовый зобик – это особый мешочек, который находится рядом с пищеварительным трактом пчелы. И он может содержать до 70 мг нектара. Чтобы заполнить зобик, пчела должна облететь не менее 100 цветков. В день одна пчела совершает около 10 вылетов из улья, и иногда ей приходится пролетать 8 или 10 километров, если поблизости от улья нет медоносных растений. Такие дальние полеты небезопасны для жизни пчелы, и ее организм быстрее изнашивается. Оптимальный радиус полета от улья не должен превышать 2 километров. Обычная скорость полета пчелы составляет 65 км в час. Но когда ее медовый зобик наполнен, скорость снижается до 30 км в час. Продолжительность жизни рабочей полевой пчелы или пчелы-сборщицы составляет 35-40 дней. И за эту свою коротенькую жизнь пчела собирает нектар для производства всего 5 грамм меда, 1 чайной ложки. Но пчелиная семья состоит не только из рабочих пчел. Самое главное пчела в пчелиной семье – это матка или царица. Она откладывает яйца, из которых вылупляются рабочие пчелы, трутни и молодые матки. Это самая большая пчела, ее размер составляет около 2,5 сантиметров. Она не занимается сбором меда. Ее единственная функция – это откладывать яйца, личинки. У матки тоже есть жало, но она никогда не жалит человека, даже если он делает ей больно. Матка использует свое жало только для расправы с другими матками, своими соперницами. Следующая категория пчел – это трутни, которых вы никогда не увидите за сбором нектара, потому что их организм для этого не приспособен. Однако они очень любят нектар. На питание одного трутня в улье уходит в 3 раза больше нектара, чем на питание рабочей пчелы. Поэтому очень часто ленивых и прожорливых людей называют трутнями.
лежебокими трутнями. Лежишь как трутень. Но на самом деле у трутней есть одна очень важная миссия — оплодотворять матку. И эта миссия для трутня смертельная, потому что после завершения этой процедуры трутень немедленно погибает в связи с особенностями строения своего организма. Трутни не способны сами себя прокормить, потому что у них нет хоботка для всасывания нектара. Но кроме своей важнейшей смертельной миссии, у них есть еще одна вспомогательная, не такая опасная. Это поддерживание температурного баланса в улье. Поскольку температура тела трутней чуть выше, чем у остальных пчел, они могут подогревать температуру в улье, когда это необходимо. И, наконец, третья, самая многочисленная категория – это рабочие пчелы. Все рабочие пчелы в семье – сестры, произошедшие от одной матки. Это женские особи, но они не способны откладывать яйца, в отличие от матки. Принято считать, что пчелиная семья делится на касты. На самом деле касты рабочих пчел зависят от возраста пчелы. И в течение своей жизни одна и та же пчела может относиться к разным кастам. Первые 3-4 дня молодые пчелы участвуют в уборке улья, в вылизывании и полировке сот. С 4-го дня жизни они становятся кормилицами и кормят личинок медом и пыльцой, а когда у них начинает вырабатываться маточное молочко, то кормят матку. После 10-го дня у рабочих пчел развиваются восковые железы, и они могут принимать участие в строительстве пчелиных сотов и запечатывании ячеек с личинками или же ячеек, наполненных медом. Также они в это время принимают нектар у пчел-сборщиц, то есть работают приемщицами. А с 15-дневного возраста восковые железы прекращают функционировать, и тогда рабочие пчелы занимаются охраной улья и вентиляцией. Примерно после 20 дней жизни они становятся приемщицами, то есть сборщицами нектара, и вылетают за нектаром и пыльцой. И уже после 30 дней жизни они становятся пчелами-водоносами, то есть летают за водой, собирают воду для нужд семьи. Это самая опасная работа, потому что во время сбора воды пчелы часто погибают. У пчел много врагов. Это различные хищные насекомые, клопы, пауки, шершни, осы, стрекозы и маленькие животные, даже ящерицы, также крупные животные, такие как скунксы, барсуки, медведи, которые могут полностью разорить улей. Но самый распространенный враг пчел – это птицы, которые склевывают пчел либо на лету, либо при входе, они садятся у входа в улей и там поджидают пчел, которые возвращаются с поля с урожаем. Самые известные птицы, которые питаются пчелами, это птица-медоуказчик и птица-пчелоед. Медоуказчики не могут сами забраться в улей, но своими громкими криками привлекают диких животных или людей. И потом, после того, как они забирают мед и немножечко остается птицам, они им питаются. А пчелоеды просто склевывают их на лету. Кроме нектара, пчела собирает пыльцу с цветков. Пыльца прилипает к ворсинкам на теле пчелы. Затем пчела счищает пыльцу щеточками и помещает в корзиночки, расположенные на задних лапках, и смазывает их своей слюной, чтобы пыльца не разлетелась во время полета. Такая пыльца называется обножка. Здесь хорошо видно желтый мешочек на задней лапке пчелы. Это и есть пыльца. Что же такое всем нами любимый мед? Мед – это нектар цветов и растений, собранный пчелами, частично переваренный в их желудочках
и ферментированный слюной пчел, а затем помещенный в ячейки сот и герметично запечатанный пчелиным воском на хранение. Другой ценный продукт, производимый пчелами, это воск, который не только используется для строительства сот, но также для мумификации трупов животных, которые залезли в улей и не смогли оттуда выбраться. Пчелы полностью покрывают труп животного этим воском, и в таком мумифицированном виде оно может пролежать в улье несколько недель и не разлагаться. В следующий раз, когда вы будете наслаждаться этим янтарным лакомством, вспомните о маленьких полосатых труженицах и скажите им спасибо. А вам желаю всем приятного чаепития и спасибо за то, что досмотрели мое видео до конца. Увидимся на следующей неделе. Пока!